Ну что ж, король похоронил свою любимую жену. И теперь он уверен, что европейские принцессы должны выстроиться в очередь за правом отдать ему руку, сердце и голову. Ну что, друзья, проверим, чем заканчиваются такие иллюзии. И еще благодарю вас за лайки к прошлой истории. Ваша поддержка для меня дороже всех титулов. Друзья мои, прежде чем я познакомлю вас с нашей новой героиней, давайте посмотрим, чем занят наш свежевыжатый вдовец Генрих VIII. Итак, на календаре конец октября 1537 года. Милая Джейн Сеймур только что покинула этот мир, успев выполнить свое самое главное задание – родить королю золотого мальчика Эдуарда. Генрих впал в депрессию. Он тут же нацепил черный бархат, цвет, который он ненавидел всей душой, потому что тот напоминал ему о тлении и о том, что он не вечен. Но ради любимой Джейн можно и поносить. Король заперся в покоях, рыдал в 3 ручья и заставлял весь двор сочувствовать своему горю так интенсивно, что слуги боялись даже громко дышать. Но не обольщайтесь, пока Генрих утирал слезы кружевным платочком, его мозг и мозг Томаса Кромвеля усиленно работал, потому что безутешному вдовцу срочно требовалась новая жена. Траур трауром, а династия сама себя не продолжит. Почему такая спешка? Все просто. 1 сын – это хорошо, но для Тюдоров это опасно мало. Детская смертность косила всех без разбору, а перспектива того, что на трон сядет Мария, дочь испанки, или, не дай бог, Елизавета, дочь той самой ведьмы, пугала Генриха больше, чем его собственная гангрена. Нужны были запасные принцы. Срочно! А теперь, друзья мои, давайте взглянем на то, что мы имеем, как видел себя Генрих и что получали потенциальные невесты на самом деле. Итак, как видит себя Генрих? Могущественный монарх, атлет, бард, суровая реальность, стареющий тиран с манией преследования, здоровье в самом соку, суровая реальность, вес под 140, вонючая язва на ноге, дышать невозможно, семейный статус, просто не везло с женщинами, суровая реальность. Номер 1. Развод, ссылка в глушь, умерла в забвении. Номер 2. Развод, обезглавлена за измену, которой не было. Номер 3. Только что умерла от плохого ухода. Характер. Щедрый, страстный, справедливый. Суровая реальность. Самодур с перепадами настроения. Генрих был уверен, за право занять место в его постели и, возможно, на плахе, в Европе должна начаться кровавая грызня принцесс. Ну а как иначе? Он же золотой Гарри. Вот его список требований к будущей жертве. Молодость. Чтоб хватило ресурса на несколько сыновей. Красота. О, здесь он был непреклонен. Он хотел эстетического восторга. Смирение. Чтобы сидела тихо, шила воротнички и не лезла в политику. «Я не женюсь, на ком попало», – гремел Генрих, почесывая больную ногу. «Пусть привезут мне самых красивых. Я буду выбирать их лично». В общем, друзья мои, в те дни Генрих искренне верил, что он мечта любой девушки. Ведь каждая принцесса просто спит и видит мужа, который, если что, и голову отрубит, и в монастырь сошлет, и наследство отберет, а при неудачных родах просто пожмет плечами, утрет слезы и на следующий день пойдет искать следующую. Мечта, а не брак. Но что-то пошло не так. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, друзья мои, чтобы рассказать, что было дальше, мы должны понять вот что. Генрих не мог сам выйти на площадь и крикнуть «Следующее!». За него это делал Томас Кромвель.
Он разослал депеши всем английским послам в Европе с четким приказом: король скорбит, но Англии нужен наследник. Срочно ищите принцессу, красивую, здоровую и из влиятельной семьи. Портрет обязателен. И пока Англия тонула в официальном трауре, а Генрих VIII старательно выжимал из себя слезы по милой Джейн, на другом берегу Ла-Манша, в цветущей Франции, жила-была Мария де Гиз. Друзья мои, представьте себе этот идеал. Она была высокой, почти по 2 метра, если верить слухам и каблукам, статной и крепкой, как дуб. Она не была хрупкой фарфоровой куклой. Нет, это была женщина-монумент, кровь с молоком, румянец во всю щеку. И самое главное в ее резюме – она была вдовой и уже имела живого сына. А это значит, знает, как правильно рожать. И вот, английский посол во Франции, лорд Уильям Говард, весь в мыле, строчит депешу Томасу Кромвелю. Нашел, Томас, это она, Мария де Гиз, настоящая античная статуя, только теплая, мощная, здоровая, в плечах широка, как раз под стать нашему королю. И главное, у нее есть живой наследник от первого брака. Бери, пока не расхватали. Кромвель влетает в покои Генриха. Король в это время как раз выбирал, какой оттенок черного бархата лучше подчеркивает его скорбь. «Сир, есть! Нашел!» – запыхавшись, кричит Кромвель. «Настоящая, кровь с молоком, здоровая, мощная, как французский фрегат. Рожать умеет, сын имеется. Берем?» Генрих от радости чуть не забыл, что он вообще-то в печали. Его глаза загорелись тем самым нездоровым огнем коллекционера. «Конечно, берем, но подожди, сначала детали». И тут нашего самодура понесло. Он завалил посла такими вопросами, будто выбирал не королеву, а племенную лошадь в личные конюшни. А правда она такая высокая? А точно ли она здорова? Не кашляет? Не бледная? А что там с характером? Она сможет меня развлечь, когда у меня будет мигрень? И заткнуться, когда я захочу спать? И самое главное, а как она в полоборота? А со спины? А красиво ли колышутся ее юбки при ходьбе? И финальный аккорд. А ну-ка, Говард, подойди к ней поближе, рассмотри кожу. Нет ли там прыщиков, пор или, упаси Боже, следов оспы? Обнюхай ее. Пахнет ли она свежестью или французским сыром? А то еще, не дай бог, будет перебивать вонь моей ноги. Представьте, бедного английского посла. Он, почтенный дворянин, вынужден тереться возле ничего не понимающей Марии де Гиз на балах. Он буквально дышит ей в затылок, делает вид, что поправляет ей шлейф, а сам в это время лихорадочно записывает. Кожа ровная, зубы на месте, пахнет розами, в полоборота смотрится величественно, со спины внушает уважение. Мария, вероятно, думала, что этот англичанин либо сошел с ума, либо слишком сильно увлекся французским вином. А посол тем временем отправляет отчет. «Кожа как шелк, Ваше Величество. Все проверил лично. Можно брать». Генрих довольно потирает руки и представляет, как эта статная женщина будет ухаживать за его дурно пахнущей ногой. Ну, романтика же! И кричит на весь дворец: «Берем! Срочно подписывайте бумаги! Везите мне мою амазонку!» Друзья мои, а теперь представьте картину маслом. Роскошный французский двор, звон лютин, изысканные вина и Мария де Гиз. Она молода и сказочно богата. Жизнь кажется прекрасной. И тут к ней в будуар заходит сам король Франции, Франциск I, с таким лицом, будто он только что выиграл в лотерею, но билет должен отдать ей. Франциск присаживается на край ее кушетки и, стараясь не смотреть в глаза, выдает: «Машенька, дорогая, у меня для тебя есть предложение, от которого, теоретически можно отказаться, но Англия обидится. В общем, помнишь того грозного дядю из Лондона, который рыжий, любит топоры и постоянно меняет жен? Так вот, он от тебя без ума». Мария в этот момент, наверное, поперхнулась.
Кто? Генрих? Тот, который свою первую жену уморил в ссылке, а второй отрубил голову? Тот, у которого нога гниет так, что собаки в Лондоне сознание теряют? Зато он король, бодро рапортует Франциск. И он в восторге от твоих габаритов. Его послы уже обмерили твои портреты, изучили твою родословную и даже, кажется, проверили твои зубы, пока ты спала. Он уверен, что ты идеальный инкубатор для его новых сыновей. И да, бонусом к короне идет почетная обязанность чистить его золотые горшки и делать примочки на его ту самую вонючую ногу. Ну что, едем? Тут до Марии начинает доходить, почему в последнее время английский посол вел себя как маньяк. Мария понимает, ее уже продали, ее уже оценили, взвесили и вынесли вердикт. Годна к эксплуатации. Друзья, на месте Марии любая другая бы упала в обморок, но Гиз была сделана из другого теста. Она была из рода воинов. Она прекрасно понимала, что статус любимой жены Генриха VIII – это должность с очень коротким сроком годности и гарантированным билетом на плаху. Она посмотрела на Франциска и, поправив свое роскошное платье, выдала ту самую фразу, которая вошла в историю как самый элегантный троллинг в истории дипломатии. «Ваше Величество, передайте королю Генриху, что я глубоко тронута. Я действительно женщина крупная, статная и, как говорят его послы, здоровая. Но, увы, у меня очень маленькая и тонкая шея. Боюсь, она просто не выдержит такого высокого титула или его топора». Когда этот ответ доставили в Лондон, Генрих сначала не поверил своим ушам. «Как это маленькая шея? Посол же писал, что она мощная, Кромвель. Ты что мне подсунул?» Он был в ярости, ему отказали. Его, великого охотника на женщин, выставили дураком, намекнув на его привычку рубить головы. Но самое обидное было впереди. Пока Генрих топал своей больной ногой по коврам, Мария де Гиз быстро собрала чемоданы и выскочила замуж за его племянника, шотландского короля Якова V. Представьте лицо Генриха. Его амазонка уехала к шотландскому мальчишке, которого он презирал. Ну, а мы на этом прощаемся с умной Марией. Она уехала в холодную Шотландию, где мы ее с вами обязательно навестим, но в другом ролике. А пока возвращаемся к Генриху. Итак, наше шоу «Холостяк» продолжается. Генрих, получив отворот-поворот от французской великанши Марии де Гиз, не просто расстроился, он был в бешенстве. Его эго, которое к этому моменту было шире его талии, кровоточило сильнее, чем его несчастная нога. И вот представьте, Кромвель, понимая, что его голова все еще держится на плечах только чудом и обещанием найти бабу получше, лихорадочно листает каталог европейской элиты. «Сир», — шепчет Кромвель, заходя в покой короля. «Француженки – это вчерашний день, они грубые. У нас есть кое-что получше. Тяжелый люкс. Кристина Миланская». Итак, что мы имеем? Кристина Миланская. Возраст 16 лет. Генриху на минуточку 46. Он весит как 1,5 коня и при ходьбе издает звуки старого шкафа. Но 16-летняя невеста для него это самое то. Статус. Вдова. Да-да, в 16 лет она уже успела похоронить мужа герцога. Связи. Она племянница императора Карла V. Генрих, услышав про 16 лет и племянницу императора, мгновенно перестал жевать куриную ногу. Красивая или опять статуя? Кромвель, не моргнув глазом, выдает: «Ваше Величество, говорят, ангел. Лицо фарфор, глаза омуты. Отправляем голубей нарисовать?»
Ганс Гольбейн, который уже привык работать в режиме «срочно вылетай, пока он никого не казнил», несется в Брюссель. Там он видит Кристину. И, ребята, это был шок. Она действительно была невероятно красива, стройная, в глубоком трауре. Черный цвет ей чертовски шел, с полуулыбкой Джоконды. Гольбейн написал ее портрет всего за 3 часа. Это был шедевр. Когда картину привезли к Генриху, у него случился приступ любви с первого взгляда. Или приступ маразма. Тут сложно разобрать. Он смотрел на портрет 3 часа подряд. Музыканты играли ему романтическую музыку, а он пускал слюну на холст, приговаривая: «Моя, будет моя, такая молоденькая, такая свеженькая. Уж она-то точно оценит мой богатый внутренний мир и коллекцию гобеленов». Пока Генрих примерял свадебный камзол и заказывал новые духи, чтобы перебить запах ноги, посол Англии пришел к Кристине с официальным предложением. Представьте эту сцену. 16-летняя девочка, умная не по годам, выслушивает дифирамбы о великом и прекрасном короле Англии. Она знает, что случилось с Катариной Арагонской, ее двоюродной бабушкой, на минуточку. Она знает, что голову Анны Болейн искали в корзине с опилками. Она выслушала посла, поправила свою черную вуаль и выдала фразу, которая окончательно похоронила надежды Генриха на ее молодое тело. «Передайте вашему господину, что я очень польщена, но, к сожалению, у меня всего лишь одна голова. Если бы у меня их было 2, я бы с радостью одну отдала английскому королю для его забав. Но так как голова у меня в единственном экземпляре, я предпочту оставить ее на своих плечах». Генрих, узнав об этом, чуть не разнес кабинет. Опять про голову? Да что они себе позволяют, Кромвель? Почему они все думают, что я только и делаю, что рублю женам головы? Я же душка, я же поэт, я же... Тут он посмотрел на Кромвеля таким взглядом, что у того похолодели пятки. Но вернемся во Францию. Когда Мария де Гиз изящно помахала Генриху ручкой и уехала в Шотландию, король Франции Франциск I хитро прищурился и предложил Англии утешительный приз. «Слушай, Генри, — сказал он, — у меня тут в закромах есть сестры де Вандом, Мария и Маргарита де Бурбон, знатные, молодые, свободные, бери любую». Генрих, который после смерти Джейн Сеймур стал дотошным, как контролер на таможне, отправил своего посла в поместье Вандомов с заданием осмотреться и доложить. Посол приехал, посмотрел на сестер и приуныл. Он настрочил Генриху письмо, полное дипломатических эвфемизмов. «Ваше Величество, принцессы де Бурбон, конечно, девушки достойные. Но как бы вам это сказать, они бледноваты. И, кажется, у них немного не хватает той стати, которой вы так восхищались в Марии де Гиз. В общем, на ваш изысканный вкус не фонтан». Генрих, который уже возомнил себя знатоком женской красоты, взбесился. «Бледновато? Опять вы мне подсовываете каких-то тощих девиц? Я великий король, мне нужно великолепие, мне нужна мощь». Вот тогда-то Генрих, который искренне считал, что он такой приз, за который нужно бороться, заявил французскому послу такое: «Я не могу доверять только портретам или рассказам. Гольбейн может приукрасить, а посол соврать. Я хочу лично услышать, как они поют, посмотреть, как они танцуют и проверить, достаточно ли у них широкие бедра для рождения принцев». В общем, представьте себе эту наглость. Он предложил королю Франции привезти в Кале самых красивых принцесс из самых знатных домов. Генрих планировал приехать туда инкогнито, насколько это вообще возможно для человека его габаритов, пообщаться с каждой и выбрать победительницу. Фактически он предлагал устроить реалити-шоу «Холостяк» за 500 лет до его изобретения. Когда король Франции Франциск I услышал это предложение,
Он, должно быть, сначала долго смеялся, а потом пришел в тихую ярость и ответил Генриху через посла письмом, которое было полно яда и достоинства. «Дорогой брат, мы во Франции очень ценим наших дам, и у нас не принято выставлять принцесс крови на рыночную площадь, как породистых кобылиц, чтобы покупатель заглядывал им в зубы и просил пройтись рысцой». Это был грандиозный щелчок по носу. Генрих был в бешенстве. Он топал своей больной ногой и кричал, что его не ценят, что он лучший жених Европы и что французы просто прячут от него самых красивых, потому что боятся его обаяния. Да-да, он так и думал. Напомню, Генрих был огромен. Его талия в обхвате была больше, чем 130 сантиметров. Он был болен, хроническая язва на ноге не заживала, ее постоянно вскрывали и чистили. Запах стоял ужасный, и он был опасен. О его казнях знала вся Европа. Но в своем воображении он все еще оставался тем самым золотым Гарри, атлетом и красавцем, которым он был в 20 лет. Его эго жило отдельно от его тела. Он искренне верил, что любая женщина должна быть счастлива просто от того, что он посмотрел на нее. Именно этот позор в Кале и заставил Генриха и Кромвеля окончательно отвернуться от Франции. «Раз они такие гордые, – рычал Генрих, – мы найдем тех, кто будет знать свое место». И вот тут Томас Кромвель, понимая, что Франция закрыта, а Испания смеется, тычет пальцем в карту Германии, в герцогство Клеве. Там, по слухам, жили девушки, которые были настолько скромны и забиты строгим воспитанием, что они бы и не подумали спорить. Они бы просто молча приехали и начали шить королю рубашки. Но обо всем по порядку. Итак, друзья мои, Франция отказалась, и Кромвель развернулся к Германии, но не к той Германии, которую сейчас вы знаете, с Берлином, Октоберфестом, четким расписанием поездов и канцлерами. Забудьте об этом. В 1539 году никакой Германии не существовало. На ее месте было гигантское лоскутное одеяло под названием Священная Римская империя. Представьте себе безумный пазл из 300 крошечных государств. Это была такая огромная коммунальная квартира, где все постоянно дрались за общую кухню, выясняли, чей бог правильнее и кто кому должен за выпитое пиво. И вот в этом политическом винегрете Томас Кромвель выудил один очень лакомый кусочек – герцогство Клевское. Если вы сейчас посмотрите на карту, это самый запад Германии, граница с Нидерландами. Но тогда это была не просто точка на карте, это были ворота Рейна. Рейн в XVI веке – это как современная магистраль или главная оптоволоконная жила. Кто контролирует Рейн, тот контролирует торговлю, деньги и движение войск. Для Кромвеля Клевское герцогство было стратегическим призом. Итак, друзья мои, пока Генрих в Лондоне дуется на весь мир, Томас Кромвель склонился над картой. Его палец медленно скользит мимо Франции, Испании и замирает на небольшом, но очень жирном пятнышке в немецких землях. Так, бормочет Кромвель, потирая руки. А кто это у нас тут такой притаился на самом берегу Рейна? А притаился там, друзья мои, Вильгельм. И не просто какой-то там Вильгельм, а Вильгельм V богатый. Почему он богатый? А вот давайте посчитаем чужие деньги. Вильгельм правил сразу 3 герцогствами – Юлих, Клеве и Берг. Это как если бы современный бизнесмен владел 3 крупнейшими заводами в округе. Ну и самое важное, он сидел на главной федеральной трассе того времени. Весь товар, который шел по реке, облагался налогом. Вильгельм просто стоял на берегу и собирал деньги со всей Европы. Красота!
А теперь давайте посмотрим на него поближе. Вильгельму в 1539 году всего 23 года. Он молодой, статный, амбициозный. В отличие от нашего Генриха, он был в самом расцвете сил. А еще он не боялся спорить с самим императором Священной Римской империи. Вильгельм был тем парнем, который заходит в комнату, и все понимают, у него есть и характер, и пушки, чтобы его защитить. Кромвель, разглядывая описание Вильгельма, наверное, сам вздохнул. Эх, был бы я помоложе, да женщиной, сам бы за такого пошел. Молодой, богатый, да еще и императору палки в колеса ставит. Мечта, а не союзник. А теперь важный момент. Помните, как Генрих мучился с религией? Хотел и от папы уйти, и к протестантам не прибиться. Так вот, в семье Вильгельма практиковали эрезмианство. Это такая религия для адекватных. Они не любили пафос Рима и коррупцию попов, но и не бегали с факелами, сжигая алтари. Они за здравый смысл и за образование. Для Кромвеля это был главный козырь. Они такие же, как мы. С ними не придется спорить, чьи иконы правильнее висят. Итак, что мы имеем? Вильгельм богатый. Богат, поможет деньгами. Он протестант лайт, не будет бесить Генриха. Он молод и хочет власти. Англия поможет ему против императора. Итак, друзья мои, Кромвель нашел золотую жилу. Вильгельм богатый, идеальный партнер, молодой, дерзкий, с кучей пушек и ключами от Рейна. Но есть маленькая неувязочка. Жениться на самом Вильгельме Генрих VIII при всем своем самодурстве точно не захочет. Да и Вильгельм, суровый немецкий парень, такого юмора бы не понял. В те времена за такие предложения можно было и мечом по голове схлопотать. Значит, Кромвелю нужно срочно выяснить, а нет ли у этого чудо-герцога какой-нибудь бесхозной родственницы в женском обличии, желательно сестры. И желательно свободной. Кромвель зарывается в донесения шпионов, перетряхивает дипломатическую почту. И, о чудо, херувимы поют, небеса разверзаются. У Вильгельма есть целых 2 незамужние сестры. И зовут их Анна, старшая, и Амалия, младшая. Бинго, шепчет Кромвель, вытирая пот со лба. 2 по цене одной. Если одна не подойдет, предложим вторую. Главное вцепиться в этот Клевский дом мертвой хваткой. А теперь самое интересное. Знал ли Кромвель, как выглядят эти девушки? Честный ответ. Он понятия не имел. Более того, друзья мои, будем откровенны, ему было абсолютно все равно. Если бы ему сказали, что у Анны 3 глаза, а Амалия разговаривает басом и бреется по утрам, Кромвель бы только хмыкнул. Для него эти девушки были не женщинами, а живыми печатями на военном договоре. Ему нужно было приклеить клевик Англии, а какой там у печати нос или цвет волос – дело 10. Но он же понимал, с кем имеет дело. Его босс, Генрих, это человек, который считает себя величайшим ценителем прекрасного. Ему нельзя сказать: «Сир, тут есть 2 немки, на морду не смотрел, зато у брата отличная артиллерия». Генрих его за такое описание в Тауэр отправит раньше, чем тот договорит. Кромвель расправляет плечи, напускает на себя вид человека, который только что видел ангелов, и направляется в покои короля. Генрих сидит хмурый, рассматривает свою больную ногу и мечтает о ком-то, кто не скажет ему «нет». «Ваше Величество», Кромвель кланяется так низко, что едва не бьется лбом об пол, «забудьте про этих капризных француженок. Я нашел вам истинное сокровище. У герцога Вильгельма есть 2 сестры – Анна и Амалия. Говорят». Тут Кромвель делает паузу, вдохновенно глядя в потолок. Говорят, что их красота превосходит все, что вы видели до сих пор. Настоящие немецкие розы. Чистые, скромные, ни единого лишнего слова. Только и мечтают, как бы угодить такому великому монарху, как вы.
Генрих оживляется, у него в голове уже заиграли лютни. 2, сразу 2, и обе розы. Ну, Кромвель, ну, дружил, а какая из них лучше? Кромвель, который в жизни не видел даже эскиза их мизинца, бодро рапортует: «Сир, старшая Анна считается настоящей жемчужиной, но и младшая не отстает. Мы немедленно отправляем нашего лучшего художника Ганса Гольбейна, чтобы он запечатлел их для вашего величества. Вы сами выберете свою судьбу». 22 сентября 1515 года в семье герцога Клевского Иоанна III родилась девочка. Назвали ее Анной. А род ее был древний, уважаемый и такой солидный, что пыль веков на их гербе казалась благороднее золота на коронах других выскочек. Как каждая приличная принцесса того времени, Анна получила образование. И да, друзья мои, забудьте про латынь, греческий или, не дай бог, философию. Мы в Клеве. Здесь порядки строгие. Умная женщина – это слишком подозрительно, а слишком умная – почти ведьма. Читать и писать на родном немецком девочку, конечно, научили. И решили, что этого набора букв ей вполне хватит, чтобы прочитать кулинарный рецепт или молитвенник. Ну и, конечно, вышивка. Тут Анне не было равных. Она бы могла расшить жемчугом целое небо, если бы ей дали достаточно ниток. В Германии того времени считалось, если принцесса умеет идеально вести хозяйство и часами не поднимает глаз от пялец, она идеальна. Анна была именно такой – тихой, покорной и очень трудолюбивой. Музыка, танцы, пение, спросите вы. Фу, ну как вам не стыдно? Мы говорим о приличной девушке из клевской семьи. Какие танцы? Какое пение? Побойтесь Бога. Это все легкомысленные забавы для француженок, которые плохо кончают. В замке Анны музыка была только в церкви, а танцы, ну, может быть, если кто-то случайно споткнулся. Нет, Анна таким не увлекалась. А как же внешность? Друзья мои, нормальная была внешность. Не красавица из сказок, но и точно не уродина. Высокая, статная, с крупными, но правильными чертами лица. И все. Обычный живой человек, только упакованный в тяжелое, как броня, немецкое платье, которое скрывало и фигуру, и характер. Если бы вы сегодня ее встретили в супермаркете, вы бы увидели высокую, ухоженную женщину с волевыми чертами лица и точно бы не вскрикнули от ужаса. И да, конечно, жениха Анне нашли. И не какого-нибудь, а самого Франциска Лотаринского. В общем, все шло по плану, пока большая политика не вмешалась в маленькое счастье. Помолвка распалась. И вот теперь Анна, тихая, покорная, абсолютно свободная, сидит у окна, вышивает бесконечный узор и ждет, что будет дальше. А дальше, честно говоря, ей не светило ничего яркого. Либо брак с каким-нибудь соседом-бароном, который будет пахнуть охотой и элем, либо тихое увядание в родовом замке. Ведь на момент нашей истории Анне уже целых 24 года. По меркам XVI века это глубокий закат жизни, статус старой девы и билет в один конец до отдела забытых принцесс. Но однажды в их суровый и тихий дом приехал человек с кистями и красками, придворный художник английского короля Ганс Гольбейн. Анна тогда даже представить себе не могла, что этот молчаливый мужчина, внимательно изучающий ее лицо, это не просто художник, это ее счастливый лотерейный билет. Но если вы думаете, будто художник просто постучался в ворота и сказал: «Здрасте, я тут мимо проходил, дайте принцессу набросать», то вы ошибаетесь. На самом деле это была спецоперация уровня топ-секрет с кучей дипломатических реверансов. Давайте разберем, как это выглядело в реальности. В августе 1539 года к воротам резиденции герцога Вильгельма подкатывает пышная делегация. Это не просто Ганс Гольбейн с мольбертом под мышкой, это официальное посольство Англии. Понял ли герцог, зачем они приехали? Еще как!
Вильгельм был богатый, но не наивный. Он прекрасно понимал правила игры. В XVI веке присылка придворного художника – это официальный сигнал. Мы всерьез рассматриваем вашу кандидатуру. Вильгельм знал, что Генрих – это капризный эстет. Он знал, что без портрета свадьбы не будет. И он хотел этого союза, потому что на горизонте маячила война с императором. А Англия ему сейчас нужна была больше, чем воздух. Представьте себе сцену. Дюссельдорф, резиденция герцога. В зал входят английские послы, а за их спинами скромный мужчина с очень внимательным взглядом. Это Ганс Гольбейн-младший. Для того времени он уже был живой легендой, человеком, который умел переносить душу на холст. Посол, ваша светлость, наш король Генрих наслышан о добродетелях ваших сестер, но, как вы понимаете, его величество хочет взглянуть в их прекрасные очи лично. Мы привезли нашего мастера. Вильгельм с вежливой улыбкой. Конечно, конечно. Мои сестры скромные девушки. Они редко видят посторонних мужчин, но ради такого великого короля мы сделаем исключение. Ганс, проходите, располагайтесь. Итак, друзья, у нас есть две девушки, Анна и ее сестра Амалия. Они не роковые красавицы, не светские львицы и уж точно не интригантки. Всю свою жизнь, день за днем, они сидели в тихой женской половине замка и шили стежок за стежком, год за годом. Они не умеют кокетничать, они не знают, как стрелять глазами, и уж тем более не умеют красиво позировать. Им просто страшно. Но их нужно, прошу прощения за цинизм, выгодно продать. И это понимают абсолютно все участники процесса. Герцог понимает, что сестра – это его главный политический актив. Гольбейн понимает, что если он нарисует плохо, союза не будет. А если нарисует слишком хорошо, а потом приедет не то, король его просто четвертует. И главное, Кромвель в Лондоне. Он не просто понимает, он буквально дрожит. Для него эти портреты – либо пропуск в вечную власть, либо билет на эшафот. Девушек наряжают в самое лучшее. Но секундочку. Забудьте про французский шик с его летящими тканями. Забудьте про итальянский люкс с глубокими декольте. Мы в Германии. Здесь мода – это не про красоту, а про статус и строгость. Это громоздко, это тяжело, это, скажем прямо, не модно совсем. Представьте, на Анне платье, которое весит как средний рыцарский доспех, слои тяжелого бархата, огромные рукава буфы, золотые цепи и чепец, который скрывает волосы так надежно, будто это государственная тайна. Простыми словами, это выглядит как ходячий платяной шкаф. Она боится так, что, кажется, слышно биение ее сердца. Она хоть и Анна, но она далеко не Болейн. Она не пытается понравиться, она просто идет. Она садится перед Гольбейном. И тут Ганс принимает решение, которое изменит все. Он не просит ее повернуться в полоборота. Он не ищет изящный ракурс. Он пишет ее строго в анфас. Так она кажется абсолютно симметричной, спокойной и почти святой. Анна сидит неподвижно часами. Она сидит и смотрит в пустоту. А Гольбейн создает тот самый фотошоп XVI века, который заставит Генриха VIII влюбиться в картинку и возненавидеть оригинал. Лондон, начало сентября 1539 года. Кромвель не спит уже вторую неделю. Его шпионы из Дюссельдорфа докладывают: мастер Ганс закончил работу, корабли в пути. И вот, в один из дождливых лондонских вечеров во дворец вбегает гонец. В руках у него тубус, обтянутый кожей и запечатанный воском. Внутри 2 свернутых холста – Анна и Амалия. Представьте, Генрих VIII сидит в своем любимом кресле. Он на взводе. Его уже отвергли все приличные женщины Европы. И сейчас эти картины – его последняя надежда – не остаться одиноким пенсионером на троне. Рядом стоит Кромвель. Он бледный, руки дрожат. Он знает, если Генрих скажет «фу»,
то следующая остановка для Кромвеля – Тауэр. Слуги аккуратно разрезают шнуры. Медленно, дюйм за дюймом, на свет появляется лицо Анны. В комнате повисает такая тишина, что слышно, как трещат свечи. Генрих подается вперед. Его маленькие, заплывшие жиром глаза расширяются. Он видит то, что мы сейчас называем шедевром Гольбейна. Идеальная симметрия, фарфоровая кожа. Генрих молчит целую минуту. Это самая длинная минута в жизни Кромвеля. И вдруг лицо короля расплывается в довольной, почти детской улыбке. «Она прекрасна!» – выдыхает Генрих. Кромвель чувствует, как гора сваливается с его плеч. Он тут же подливает масло в огонь. «Сир, я же говорил, это не просто принцесса, это чудо природы. И заметьте, никакого французского кокетства, чистое, как немецкий снег». Почему Генрих купился? Друзья мои, Генрих, который был профессиональным музыкантом и любил гармонию, влюбился в геометрию этого лица. Он смотрел на портрет и видел не женщину, а идеальную картину, которая украсит его жизнь. И да, там же был еще и портрет Амалии. Но Генрих упрямо указал на Анну. «Эту беру, эту. Кромвель, готовь бумаги. Я хочу, чтобы она была здесь к Рождеству». Друзья мои, это был триумф маркетинга над реальностью. Генрих влюбился в двухмерное изображение. Он не почувствовал запаха. А мы помним, что Анна не пользовалась духами, как француженки. Он не слышал ее голоса. Он не видел, как она двигается. Он купил картинку в Инстаграме, не прочитав отзывы и не посмотрев видео. Кромвель торжествовал. Он уже видел себя правой рукой короля на десятилетия вперед. Он не знал, что через несколько месяцев, когда эта картинка сойдет с корабля в Англии, Генрих посмотрит на него взглядом, от которого кровь стынет в жилах. А пока во дворце открывают лучшее вино, а Англия празднует. У короля будет новая королева. Кстати, друзья, Ганс Гольбейн в этой командировке проявил себя не просто как художник, а как настоящий мастер мультимедиа XVI века. Чтобы у короля не осталось никаких сомнений, он создал не один, а сразу два портрета Анны. Первый портрет – это тот самый знаменитый холст, написанный маслом, величественная, спокойная Анна в своем тяжелом немецком платье. И второй портрет – это крошечная, почти ювелирная миниатюра. Гольбейн вставил ее в изящную резную коробочку из слоновой кости, выполненную в форме розы, символ династии Тюдоров. И вот вам самая киношная деталь. Пока Анна несколько месяцев медленно добиралась до Англии через бесконечные дипломатические приемы и зимние шторма, Генрих VIII буквально не расставался с этой коробочкой. Он носил миниатюру с собой, постоянно открывал ее и любовался своим заказом. Он влюбился в это крошечное изображение. Он целовал его и ждал встречи с женщиной, которую сам себе выдумал по этой картинке. Забегая вперед, стоит сказать, что судьба этих портретов сложилась удивительно. Тот самый большой холст сегодня является жемчужиной Лувра в Париже. Он признан одним из величайших произведений мирового искусства. Ирония в том, что портрет, который должен был скрепить союз Англии и Германии против Франции, в итоге навсегда остался именно во Франции. А маленькая миниатюра, которую Генрих согревал своим теплом в кармане камзола, осталась в Лондоне. Сегодня ее можно увидеть в музее Виктории и Альберта. Она немой свидетель того, как сильно может ошибаться король, поверив фотошопу великого художника. А что же вторая сестра, та самая Амалия, чей портрет Генрих даже не удостоил внимания? Знаете, друзья, если жизнь Анны была похожа на шторм, то жизнь Амалии на тихое озеро. Она так никогда и не вышла замуж. Она прожила всю свою жизнь в родном Дюссельдорфе, в тишине и покое своего замка. Она умерла в возрасте 68 лет. Для XVI века это была почти фантастическая старость. Она пережила и Генриха, и Кромвеля, и сестру Анну.
Итак, пока в Лондоне Кромвель потирает руки от удачной сделки, а Генрих любуется миниатюрой, мы возвращаемся в Дюссельдорф. Там, в тишине каменных залов, молодая, воспитанная в ледяной строгости принцесса собирает свои тяжелое бархатное платье. Она уезжает навсегда. В октябре 1539 года этот огромный, неповоротливый караван тронулся с места. 263 человека свиты и 228 лошадей. Почему лошадей было меньше? Видимо, немецкая экономия решила, что не каждому положена лошадь. Ладно, этот путь длился почти 2 месяца. Представьте себе, осень, холод, разбитые дороги Европы, чужие постоялые дворы и нарастающее чувство страха. Она уезжает от всего родного в полную неизвестность. В итоге из-за жуткого зимнего шторма Анне пришлось застрять в Кале. Итак, зафиксируем картину. В холодном, продуваемом ветрами Кале сидит немецкая принцесса. Она смертельно устала, испугана до дрожи. И она абсолютно, совсем не говорит ни на одном языке, кроме немецкого. Она сидит в этом английском анклаве, смотрит на беснующееся серое море и ждет, когда оно успокоится, чтобы отвезти ее к королю. И вот представьте себе, друзья мои, вы принцесса. А почему бы и нет? Иногда полезно. Но вы принцесса не из тех, что блистают на балах и разбивают сердца взглядом через веер. Вы принцесса скромная, домашняя, немного монастырская по духу. Вы говорите только на родном языке. Вас не учили кокетничать, стрелять глазами и поддерживать светские беседы о погоде, политике и чужих мужьях. Вы не уродина, боже упаси, просто вы одеты, как прочный дубовый сундук. Добротно, надежно, на века. Как иначе-то? Без французских кружев, без бриллиантового фейерверка, в общем, как приличная немецкая девушка, а не как экспортный товар для английского короля. И вот однажды вы впервые в жизни выезжаете не просто за ворота родного замка, вы впервые вообще за границей. Вокруг чужие лица, чужая речь, чужие жесты, чужой мир. А вы все та же тихая, воспитанная, немного растерянная. Вы не Анна Болейн, вы Анна Клевская. И вот вас встречает адмирал, самый настоящий, с кораблями, титулами и важным лицом, лорд-адмирал Саутгемптон. А вы, простите, с адмиралами раньше не общались. Вы вообще с мужчинами-то вели разговоры разве что со священником, отцом, или братом. А тут перед вами стоит человек, который торжественно говорит что-то длинное, громкое и абсолютно непонятное на английском, с пафосом, с поклонами, с дипломатическими оборотами. А вы понимаете только панику, бьющуюся в висках. Что делать? Бежать? Упасть в обморок? Заговорить о погоде? И вы выбираете тактику, проверенную веками скромниц. Вы просто стоите и кротко улыбаетесь, мол, очень приятно, адмирал, ваша речь, безусловно, глубокая, как ваши моря. А я пока просто постою здесь. А адмирал, он в панике. Это не пауза, это зияющая бездна, где, простите, шелковый шепот, где блеск, который мог бы ослепить армаду, где хоть какое-нибудь кокетство, прости господи. Он всматривается в это добротное платье, в эту простую, нетронутую придворным цинизмом улыбку, и в его душе, закаленной в битвах и интригах, созревает леденящий ужас. Неужели это и есть товар? Королевская невеста? Или нас просто обманули, подсунули вместо диковинной заморской розы капусту? Паника материализуется в срочную депешу, летящую к всесильному Томасу Кромвелю, архитектору этого брака. Между строк, за официальными любезностями, кричит одно. Она, конечно, здорова и, кажется, не безобразна. Но ради всего святого, Том, где вы ее нашли? Она слишком проста, слишком неплохая. Не страшная, а именно слишком простая для английского королевского цирка.
И вот тут у англичан включается режим экстренной дипломатии. Задача номер 1 – срочно превратить принцессу в принцессу, пока король не увидел ее в первозданном, неотредактированном виде, пока не стало поздно, потому что в Англии, как мы знаем, поздно – это уже когда с топором. И вот, после бесконечного ожидания в Кале, море наконец сжалилось. 27 декабря 1539 года Анна Клевская ступила на английскую землю в маленьком портовом городке Дил. Мокрая, уставшая, с чемоданом надежд и абсолютно не подозревая, что впереди ее ждет не брак, а театральный фарс с элементами психологического триллера. Здесь ее встречал тяжелый люкс английской аристократии во главе с герцогом Саффолком, лучшим другом короля. И тут же, по всем законам жанра, случился второй акт паники. Саффолк, наслушавшись восторженных сказок Кромвеля, ожидал увидеть небесную нимфу, существо, способное затмить даже призрак Анны Болейн. А вместо нимфы перед ним стояла женщина с серьезным лицом, в тяжелом, по английским меркам, почти бабушкинском платье, которая не могла даже произнести скромное «hello». Она не пела, она не танцевала, она не флиртовала, она была просто человеком. А скажите, пожалуйста, кто тогда должен развлекать короля Англии? Саффолк побледнел. Но англичане народ практичный, понимая, что товар слегка не совпадает с рекламным буклетом, они решили срочно заняться экстренным апгрейдом невесты по дороге в Рочестер и Гринвич. Анну везли через города, устраивая роскошные пиры. Пока она честно ела, ее окружение на пальцах пыталось объяснить, что король Англии – это не просто муж, а капризный эстет, склонный к истерикам и внезапным решениям. Поскольку поддерживать беседу было невозможно, Анну срочно обучили английским карточным играм, например, Сент. Это был план «Б». Если король заскучает, невеста должна была просто молча раздавать карты. Ее учили хотя бы базовому этикету, чтобы она не выглядела совсем уж как инопланетянка. Но немецкое воспитание сидело слишком глубоко. Анна оставалась серьезной, тихой, аккуратной, классической немецкой домохозяйкой, случайно попавшей в тюдоровский сериал. Но самое дурацкое происходило в Лондоне. Кромвель, которому уже человеческим языком в переписке объяснили не то пальто, вместо того, чтобы подготовить короля, решил пойти ва-банк. С какого-то перепуга он начал рассказывать Генриху, что Анна еще лучше, чем на портрете. И вот тут случилось страшное. Генрих, измученный ожиданием, не выдержал. Вместо того, чтобы спокойно сидеть, лечить ногу и беречь остатки здравого смысла, он надевает маску и мчится навстречу собственной катастрофе. Теперь представьте эту сцену. 1 января 1540 года. Анна сидит в своих покоях. Тишина, спокойствие. И вдруг двери с треском распахиваются, врывается группа людей, а впереди огромный, тяжелый, немолодой мужчина в маске, который внезапно бросается к ней с попыткой поцелуя. Ваша реакция? Вот и Анна среагировала абсолютно логично. Она оттолкнула наглеца, причем при свидетелях. Не почувствовала божественную ауру прекрасного короля, не прониклась, просто оттолкнула. Для Генриха это был удар ниже короны. Он-то был уверен, что является живым произведением искусства, а тут столкнулся с реакцией вполне земной, легким оттенком ужаса и инстинктивным «уберите от меня этого странного дедушку». Король вышел из комнаты в ярости. Подарки, меха были отправлены холодным официальным письмом. Ужин отменен. Иллюзии тоже. Вернувшись к своим приближенным, Генрих произнес фразу, ставшую приговором для Кромвеля. «Я не вижу в ней ничего из того, что мне обещали на портретах и в донесениях. И коротко по-королевски. Она мне не нравится».
Анна же осталась в комнате, совершенно не понимая, что только что произошло и почему странный маскарадный гость так быстро исчез. Она еще не знала, что ее брак, слава богу, закончился, даже толком не начавшись. И вот теперь представьте, что происходит дальше. Самый токсичный вдовец Европы, человек, который, видимо, все еще уверен, что он Брэд Питт эпохи Возрождения, хотя на деле давно уже скорее Шрек с одышкой и очень выразительным запахом ноги, категорически не осознал одну простую вещь. В Европе ни одна уважающая семья за него уже не то что дочь, козу бы не отдала, причем даже без приданного. Вместо того, чтобы перекреститься от счастья и поблагодарить судьбу за то, что к нему вообще доехала скромная, воспитанная, приличная и, что важно, совершенно не страшная принцесса из хорошей семьи, Генрих на следующее утро после встречи вызывает к себе Кромвеля. И нет, не для того, чтобы сказать «Спасибо, Томас, это редкая удача. Надеюсь, она не знает, что первую жену я отправил в ссылку, вторую казнил, третью угробил родами, а все приличные европейские принцессы давно внесли меня в черный список». Нет, с видом оскорбленной невинности и праведного гнева он заявляет: «Она мне и раньше не особо-то нравилась, а теперь я ее ненавижу еще больше». В этот момент Кромвель, вероятно, мысленно спросил Вселенную: это вообще взрослый человек или детский сад с короной? Но главное, Кромвель тогда еще не понял, что только что ему отрубили голову. Просто он этого еще не почувствовал. А дальше начинается королевская истерика. Генрих орет, что Анна страшная, что она якобы плохо пахнет, что она не такая, не эдакая, не соответствует великому художественному идеалу его королевского воображения. Ирония ситуации в том, что сам король благоухал так, что даже королевские собаки, по слухам, предпочитали держать дистанцию. Но вывод у короля мгновенный и категоричный: немедленно разрываем помолвку. Прекрасно. То есть после такого шоу очередь из европейских красавиц, конечно же, должна выстроиться до Ла-Манша. Такое ощущение, что перед нами не монарх, а пациент, сбежавший из очень уютного, но строгого закрытого учреждения. Но шутки шутками, а юридически вопрос серьезный. Нужно расторжение. Придворные юристы лихорадочно начинают рыться в бумагах и радостно находят старую помолвку Анны. Мол, ее когда-то обещали другому жениху. Отлично, спасение. Но юристы из Клевы с ледяной вежливостью уточняют: это обручение было аннулировано много лет назад и не имеет никакой юридической силы и вообще давно похоронено вместе с архивной пылью. И вот здесь Кромвель, дрожа всем телом от холода, ужаса и приближающегося небытия, произносит фразу, которая становится его собственным приговором: «Сир, выхода нет. Либо свадьба, либо война с Германией и международный позор». Тишина. История замирает. Итак, свадьбу назначили на 6 января. Гринвич замер в ожидании. И вот просто представьте себе эту картину на секунду. С одной стороны жених. Немолодой, тучный самодур. С раздутым эго, гниющей ногой и репутацией, от которой у всей Европы сводит челюсть. С другой стороны невеста. Молода, скромна, идеально воспитана и, будем честны, весьма недурна собой. Она олицетворение спокойствия и немецкой дисциплины. Как вы думаете, кто из них в то утро шел к алтарю с таким видом, будто за углом его ждет не праздничный банкет, а Голгофа? Нет, не невеста. К алтарю, мученически вздыхая, тащился Генрих. Ну а как же иначе? Ведь по его глубокому внутреннему убеждению за него должна была драться половина Европы с шпагами, интригами и обмороками. А вместо этого он, бедняжка, вынужден жениться на фламандской кобыле. Лицо у него скорбное, взгляд трагический. А что же Анна? В отличие от своего жениха, она хорошо воспитана. Она держится спокойно, достойно, без истерик. На ее кольце есть надпись: «Бог пошлет мне благополучие». И знаете, благополучие действительно к ней придет.
просто немного позже, и совсем не в том виде, в каком она сейчас ожидает. И вот пир окончен, гости разошлись, музыканты зачехлили лютни, время идти в спальню. Генрих VIII снова включает режим пути на Голгофу. Анна же идет просто в спальню, спокойно, скромно, без драматических фанфар. Спальня и спальня. Воспитанная девушка, аккуратные мысли, вера в приличие и добрые намерения. Двери за ними закрываются. Занавес. И вот представьте, вы Анна, вы выросли в строгом, почти монастырском благочестии, где о тайнах брачного ложа говорили шепотом, аллегориями, а чаще не говорили вовсе. Ваш отец, брат и даже духовник не опускались до таких вульгарных подробностей. Вы знаете, что муж и жена спят вместе. Все. Точка. И вот он, король Англии, огромный и пахнущий своей ногой, тяжело опускается на кровать, стонет. Он поворачивается к вам и целует в лоб. Торжественно, почти по-отечески. Возможно, бормочет что-то невнятное, вроде «Спокойной ночи, дорогая сестра». А через 5 минут раздается мерный громовой храп, похожий на работу кузнечных мехов. Анна лежит в темноте, широко открыв глаза. Мысленный диалог примерно такой. И это все? Что ж, довольно мило, не больно, не страшно, даже как-то просто. Спать можно. Легкотня, как говорят у нас в Клеве. И успокоенная, чистая душой и телом, она засыпает с легким сердцем. Миссия выполнена, брак свершился. Все прошло благопристойно и мирно. А что же утро? Король выходит из спальни, его лицо – шедевр немого кино. Но признаться в истине, я старый, больной, мне было больно, я хотел только спать. Никогда. Так короли не оправдываются. Значит, виновата она. Меня не впечатлило. Вообще, ни капли. Фу! Она абсолютно не вдохновляет. И знаете, что происходило дальше? А дальше, друзья мои, начался самый странный, самый неловкий и самый задокументированный марафон лежания бревном в мировой истории. Как это выглядело? Все просто. Каждую ночь Генрих VIII, облаченный в свои лучшие шелка, кряхтя и прихрамывая, шел в покои Анны. Он забирался к ней под одеяло и просто валялся. Само собой, при этом он оглушительно храпел и, как мы помним, непередаваемо вонял своей больной ногой. И это все, разумеется. А что Анна? Слушайте, для Анны это был настоящий курорт. Она-то на 100% уверена, что это в принципе и есть весь супружеский долг. А что? Муж пришел, за руку подержал, в лобик чмокнул, спокойной ночи сказал и уснул. Никаких тебе мучений, никаких тяжелых обязанностей. Лежи себе, отдыхай. И вот вы спросите, зачем королю Самодуру этот цирк? Почему бы просто не спать в своей комнате? Все дело в его извращенной логике. Чтобы аннулировать брак, ему нужно было доказать одну простую, но унизительную вещь, что консумации не было из-за ужасающей внешности невесты. Он буквально создавал алиби. Смотрите все. Я хожу к ней каждую ночь. Я честно ложусь в кровать. Я стараюсь, я прикладываю усилия. Но у меня ничего. И это не потому, что я старый Шрек, а потому, что она такая страшная, что сама природа во мне протестует. Генрих превратил супружескую постель в зал суда, где он был и истцом, и главным свидетелем собственного бессилия перед лицом некрасивости. Нет, само собой, для Генриха было бы намного привычнее просто обвинить ее в измене, отправить на эшафот и чик-чирик. Но, увы, у Анны был Вильгельм, брат, герцог Клевский, и он, зараза такая, за сестру бы точно спросил. Казнить принцессу мощного немецкого княжества – это не то же самое, что казнить английскую дворянку Болейн. Это мгновенная война с Германией, разрыв всех союзов и окончательный статус бешеного пса Европы. И вот он ходил ночь за ночью, спал, храпел, вонял, а она мирно посапывала рядом, уверенная, что является образцовой королевой. Так прошло 6 месяцев.
Друзья мои, если вы думаете, что все эти 6 месяцев Анна продолжала ходить в своих тяжелых немецких нарядах и молчаливо смотреть на английский двор, не понимая ни слова, вы глубоко ошибаетесь. Анна оказалась удивительно способной ученицей. Она зубрила английский язык с таким усердием, что уже через пару месяцев вполне сносно поддерживала беседу. Она начала брать уроки музыки, освоила лютню, научилась танцевать английские придворные танцы, а свои тяжелые, строгие немецкие платья сменила на изящные английские и французские наряды, которые неожиданно подчеркнули в ней легкость и женственность. Прошло полгода, и перед двором стояла уже совсем другая Анна. Не та скромная иностранка, на которую с легким ужасом поглядывала английская аристократия в первые недели. Она стала живой, уверенной, обаятельной. Все, включая самого короля, заметили, что она стала выглядеть значительно лучше. Но пока Анна брала уроки музыки и языка, Генрих в своих кабинетах занимался совсем другим искусством – искусством аннулирования брака. Почему? Ведь, положа руку на сердце, у него теперь идеальная жена, спокойная, умная, терпеливая, без интриг и без истерик. Все просто. Король снова потерял голову от любви. А когда Генрих теряет голову от любви, это, как показывает практика, очень плохо сказывается на голове объекта его обожания. История уже не раз это демонстрировала. Да-да, та самая Кэтрин Говард. Но об этом чуть позже. И дело было не только в любви. Причин для будущей катастрофы накопилось сразу несколько, и одна из них носила имя Томас Кромвель. К 1540 году Кромвель стал слишком влиятельный, а в тюдоровской Англии это почти смертный приговор. Чем выше ты поднимаешься, тем больше людей мечтают посмотреть, как ты падаешь. Врагов у него было больше, чем друзей, и каждый терпеливо ждал удобного момента. А теперь сухая политическая математика. Кромвель обещал Генриху, что союз с германскими княжествами через брак с Анной защитит Англию от возможного нападения Франции и империи. Но пока Анна ехала через море, Франция и империя поссорились между собой. Союз внезапно стал неактуальным. Угроза растворилась, политический смысл брака исчез как дым. И что это значит? Правильно, Кромвель подсунул королю ненужную жену, втянул его в ненужную политику, потратил деньги, время и королевские нервы впустую. А что это значит в его логике? Правильно, Кромвеля на плаху. А с Анной? Ну, с Анной потом разберемся. Друзья мои, прежде чем вернуться к Анне, давайте спокойно и честно закончим историю Томаса Кромвеля. Кромвель, бывший ученик кардинала Уолси, взлетел к власти стремительно. Он видел, как погиб его учитель, и был уверен, что учел все его ошибки. Он был умен, жесток, эффективен и абсолютно незаменим, по крайней мере, ему так казалось. Но именно в этом и была его главная ошибка. К 1540 году вокруг Кромвеля уже собралась настоящая коалиция ненависти. Старая английская аристократия терпеть его не могла. Выходец из низов, человек без древнего герба, который управлял королевством и учил лордов жить. Его боялись, завидовали и ждали момента, когда он оступится. А теперь главное. Генрих VIII никогда не был тем правителем, который думает сам. Это огромный капризный ребенок с неограниченной властью. Его величие – это фасад. На самом деле он был как флюгер. Кто сильнее дул ему в ухо, в ту сторону он и поворачивался. Сначала это был Уолси с его бесконечными молитвами и налогами. Потом Анна Болейн, ради которой он перевернул церковь. Затем Кромвель, который превратил Англию в личную кассу короля.
А теперь это был Норфолк, глава старой английской аристократии. В общем, Генрих слушал, вдохновлялся, верил, а потом с тем же холодным спокойствием уничтожал вчерашнего любимца. Это был король, рядом с которым опасно было стоять слишком близко. Он сначала позволял тебе управлять миром, а потом сносил тебе голову за то же самое. Когда политическая ситуация изменилась и брак с Анной Клевской перестал быть нужным, Кромвель оказался идеальным виновником. Его враги уже начали тихо шептать Генриху: «Это он вас втянул, это он вас обманул, это он слишком много на себя взял». И король охотно поверил. 10 июня 1540 года Кромвеля вызвали на заседание Тайного совета. Он пришел, как обычно, уверенный, влиятельный, почти неприкасаемый. И прямо там его объявили предателем, арестовали и отправили в Тауэр. Без настоящего суда, без шанса. Он писал письма, просил, умолял, напоминал о верности, но его участь уже была решена. Можно только гадать, вспоминал ли он в камере Анну Болейн и ее идеального палача Эскале. Потому что для него король не стал заказывать красивый финал. 28 июля 1540 года Кромвеля вывели на плаху. Ему достался не мастер с тонким мечом, а неумелый парень с тяжелым топором. Это была не казнь, а мясницкая работа. Потребовалось несколько ударов, чтобы голова черного министра наконец покатилась в опилки. Итог прост. Кромвель выучил уроки Уолси, но не учил главного. Генрих VIII не умел быть благодарным. Он слушал тех, кто обещал ему новую игрушку, а старые инструменты, даже самые верные, выбрасывал на свалку истории или на эшафот. Ну а мы вернемся к Анне Клевской. 24 июня 1540 года Генрих решает, что декорации пора менять. Он говорит Анне: «Дорогая, в Лондоне что-то душновато, да и чума где-то там бродит. Поезжай-ка ты в замок Ричмонд, подыши свежим воздухом». Анна, женщина далеко не глупая. Она прекрасно понимает, в переводе с королевского на человеческий это означает: «Собирай вещи, ты уволена». Она уезжает. В замке тишина, фрейлины шепчутся по углам. А Анна, скорее всего, каждую ночь прислушивается, не стучат ли в дверь тяжелые сапоги стражи. Ведь она знает, как быстро Генрих переходит от «люблю» к «отрубите-ка ей, пожалуйста, голову». Но, друзья мои, Генрих самодур, но не идиот. Ему нужно было избавиться от нее красиво и законно, чтобы брат Вильгельм не приплыл мстить. Вот за этим король полгода дисциплинированно лежал бревном в ее постели. Это было не лежание, это был сбор доказательной базы. Я приходил, я старался, но ничего не вышло. Поэтому брак нужно аннулировать. 6 июля 1540 года к Анне в Ричмонд приезжает торжественная делегация лордов. У них в руках не просто документы, у них готовый сценарий, отрепетированный до мелочей. Суть его проста. Брак не консумирован. Король, святой мученик, честно пытался, но его остановил непреодолимый эстетический шок. Следовательно, это не развод позорный и политически опасный, а аннулирование. Брака просто не существовало. Все чисто. Весь двор ждал истерик, ждал, что эта простушка начнет цепляться за корону и рыдать. «Угу», мысленно сказала бы себе Анна, будь она нашим современником. Сейчас, только шнурки поглажу. И вот лорды, потные от жары и неловкости, начинают свое представление. «Мадам, тут такое дело, его величество питает к вам чувства самые нежные, но чисто братские». А Анна? Она даже не заплакала, как невежливо с ее стороны. Она посмотрела на этих напыщенных, нервных мужчин. Перед ее глазами проплыл призрак ее тезки Анны Болейн, оценила свои шансы и улыбнулась. Анна проявила невероятную житейскую мудрость. Она не спорила, не доказывала, что ее платье верх моды, а лицо
символ красоты. Она произнесла слова, которые мгновенно вошли в анналы дипломатии, как эталон прагматизма. Если это доставит покой и удовольствие Его Величеству, я согласна. Я всегда хотела быть ему ничем иным, как доброй сестрой. Генрих, узнав об этом, испытал настоящий шок. Он, готовый к скандалу и давлению, получил полную и безоговорочную капитуляцию. Его бешенство тут же сменилось диким, почти детским восторгом. Она не просто согласилась, она подарила ему этот выход. Его доброта расцвела махровым цветом. И вот, друзья мои, итог. Триумф здравого смысла над короной. За то, что она не стала включать принцессу, Генрих осыпал ее такими подарками, от которых любая отвергнутая жена могла бы только молиться. Статус любимой сестры короля. Официально, юридически, она стала первой дамой королевства после его новых жен и собственных дочерей. Роскошные апартаменты в замке Хивер и Ричмонд в ее полное и вечное пользование. Астрономическая пенсия в 4000 фунтов в год, состояние, на которое можно было купить, если не половину, то очень приличный кусок Лондона. Пока Томас Кромвель 28 июля терял свою голову на Тауэрском холме, Анна Клевская свою сохранила и в прямом, и в переносном смысле. Она совершила невозможное. Она обменяла сомнительную честь быть женой Генриха на бесценный статус богатой, независимой и уважаемой женщины. Она поняла главное – лучше быть живой, богатой сестрой с замками, чем мертвой королевой в Тауэре. Давайте подведем итог жизни этой удивительной женщины. Солнце, которое светило тихо, но дольше всех остальных. Анна была дочерью герцогов, принцессой крови. Казалось бы, ее должны были воспитать в парадигме корона или смерть. Но Анна оказалась гениальным психологом своего времени. Она мгновенно считала психотип Генриха. Он не терпел поражений. Он обожал тех, кто признавал его величие. Она не стала цепляться за трон. Она поняла, что свобода в Англии стоит дороже, чем корона в Тауэре. Многие спрашивали, почему она не вернулась в родной Клеве. Ведь брат звал ее домой. Ну что ее ждало в Германии? Холодные стены замка, статус разведенки под вечным присмотром сурового брата и все те же скучные вышивания в тяжелом немецком платье. В Англии же она распробовала вкус жизни. Она полюбила английскую моду и светскую жизнь и даже завела попугая. Она обожала азартные игры, танцы и хорошую музыку. Она стала хозяйкой своей судьбы. Даже когда Генрих ей разрешил выйти замуж за кого-нибудь другого, она лишь вежливо улыбнулась. Зачем ей снова становиться чьей-то собственностью, когда она любимая сестра короля, богатейшая женщина страны? И да, в отличие от Джейн Сеймур, чья доброта часто была частью придворного пиара, Анна Клевская была искренне привязана к детям Генриха. Елизавета, будущая Елизавета I. Анна буквально влюбилась в эту рыжую, остроумную девочку, которая осталась без матери. Она дарила ей подарки, занималась ее образованием и была для нее опорой в самые трудные годы. Елизавета отвечала ей взаимностью, ценя ее спокойную мудрость. Мария, будущая кровавая Мэри. Несмотря на религиозные различия, Мария была фанатичной католичкой, а Анна протестанткой. Они нашли общий язык. Анна проявила такое смирение и такт, что даже высокомерная Мария стала относиться к ней с глубоким почтением. Эдуард. К маленькому наследнику она относилась с материнской нежностью, и он платил ей тем же. Своего мужа, брата Генриха VIII, Анна переживет на 10 лет. После смерти Генриха, регента Эдуарда ее содержание сильно урезали. Новые правители считали, что бывшей королеве слишком жирно живется, и отобрали часть ее земель. В последние годы жизни здоровье Анны стало медленно угасать. Не резко, не драматично, а так, как уходит свет под вечер. Сначала тускнеет, потом становится мягким, рассеянным, и ты вдруг понимаешь, что день уже почти закончился.
она уставала быстрее. Она чаще болела, худела, теряла силы. Но в XVI веке не умели читать язык тела так, как умеем мы сегодня. Боль объясняли дурными соками, слабость – испорченным воздухом, а медленное угасание – волей Бога. Сегодня врачи бы ей сказали рак желудка или органов малого таза. Диагноз, который в наше время можно лечить. Но тогда, в 1557 году, это был приговор. Анна уходила тихо, без скандалов, без крика, без театра. Как жила, так и уходила. Спокойно, достойно, словно не желая тревожить мир лишним шумом. 16 июля Анны Клевской не стало. Ей был всего 41 год. Возраст, в котором сегодня только начинают по-настоящему жить. Возраст, в котором у нее еще могло быть столько лет музыки, смеха, платьев, солнечных утр и тихих вечеров. И знаете, друзья, есть в истории такие моменты, от которых действительно щемит сердце. Представьте, Анна Клевская, которая долгие годы была для юной Елизаветы не просто мачехой, а другом, тихой гаванью в штормовом море Тюдоров, уходит именно тогда, когда ее вера в эту девочку вот-вот должна была оправдаться. Анна видела в Елизавете то, чего не видел Генрих – острый ум, стальной характер и ту самую искру, которая делала человека великим. Она защищала ее, когда Елизавета была в опале. Она делилась с ней секретами выживания, и, возможно, именно она научила ее тому, что мудрость порой важнее силы. Анна Клевская закрыла глаза в июле 1557 года, а всего через 16 месяцев, в ноябре 1558 года, по всей Англии зазвонят колокола, возвещая о начале новой эры Елизаветы I. Анне не хватило совсем чуть-чуть, всего одного круга земли вокруг солнца, чтобы увидеть, как ее любимица, ее маленькая рыжая девочка, идет к престолу в золотой карете. Она не увидела, как та, которой она когда-то дарила жемчуга и добрые советы, становится величайшей королевой в истории человечества. Но даже уходя, Анна словно передала ей эстафету. В своем завещании она оставила Елизавете свои самые ценные украшения, лучшие бриллианты и жемчуга. Это были не просто побрякушки, это был ее последний шепот. Носи их с гордостью, дитя мое. Теперь твоя очередь побеждать. А знаете, где сегодня покоятся все женщины, которые боролись за сердце и трон Генриха? Кто-то в тени провинциальных соборов, кто-то в безымянных могилах под холодными плитами тюремной часовни Тауэра, а кто-то рядом с самим королем в Виндзоре. Но Анна Клевская переиграла их всех даже после смерти. Она единственная из всех 6 жен Генриха, кто удостоился чести быть похороненным в Вестминстерском аббатстве, в самом сердце Англии, там, где веками короновали и провожали в последний путь истинных монархов. Только представьте, та самая ненужная невеста, от которой Генрих воротил нос и которую называли обидными словами, сегодня лежит в главном храме британской короны. Ее могила находится в самом почетном месте по правую руку от главного алтаря. Когда в 1557 году она уходила, королева Мария Тюдор, та самая кровавая Мэри, которую ее очень уважала, распорядилась устроить Анне похороны, достойные настоящей королевы. Золотая парча, сотни свечей и лучшее место в истории. Ну, а наша история на этом не заканчивается, потому что пока Анна жила в своем замке, на ее место уже впорхнула юная и глупая Кэтрин, девушка, которая думала, что жизнь – это вечный праздник, а Генрих – это просто влюбленный дедушка. Король опять потерял голову. Увы, по старой тюдоровской традиции это означает, что чья-то голова скоро покинет хозяина. Следующая история Кэтрин Говард. Молодость, страсть и очень плохой финал. И спасибо за лайки и комментарии. Они продлевают мне жизнь.
куда надежнее, чем королевские браки. До субботы.